Война — это всегда плохо, и это всегда жертвы. Именно поэтому просто так ее никто не будет начинать. Для объявления войны нужны веские причины. Или же нет. Как вы, наверное, поняли из названия этого ролика, войны могут быть совсем не по веским причинам, а, например, из-за тарелки супа, но об этом чуть-чуть попозже. В истории существует несколько странных случаев, послуживших началу войны, и именно о них мы вам сегодня и расскажем. Не забывайте заваривать чаек и готовить панкейки, а также подписываться на этот канал, ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые захватывающие видео. А теперь вернемся к нашей тарелке с супом. Война супницы. Больше века северные Нидерланды пользовались независимостью, а южные Нидерланды находились под гнетом Священной Римской империи. Первые пользовались рекой Шельдой для судоходства, вторым же доступ к ней был закрыт. Из-за этого Соединенные провинции процветали, а южанам, наоборот, было совсем не весело. В 1784 году император Священной Римской империи Иосиф II решил, что хватит терпеть произвол северян и что он тоже хочет гонять свои торговые суда по реке. Вообще, Величество мог бы просто вежливо попросить, но это, видимо, было ниже его достоинства, поэтому он снарядил группу из 3 вооруженных кораблей во главе с судном «Луис» и отправил на голландцев, чтобы поставить их на место. Император был уверен, что наглецы не посмеют оказать никакого сопротивления, благо у тех даже артиллерии нормальной не было. Впрочем, она голландцам и не понадобилась. Как только Луис приблизился к северным Нидерландам по Шельде, на перехват ему отправился военный корабль «Дельфин». Далее события разворачивались следующим образом. «Дельфин» делает один выстрел из пушки. Ядро разбивает стоящую на палубе Луиза супницу с горяченьким. Ее экипаж немедленно капитулирует. Все. Ну а что, страшно же, вдруг убьют кого-нибудь. Потеряв свой флагман, император взбесился и отправил войска в Нидерланды. Бравые солдаты захватили старый форт Лилло, который к тому времени давно был заброшен и использовался как огород. Они подорвали стоящие там плотины и спровоцировали наводнение с человеческими жертвами. Голландцы обратились к Франции, которая в то время была союзником Иосифа II. Французы, увидев, что натворил австрийский император, принудили его начать переговоры с Нидерландами. В итоге Австрия выплатила голландцам 9,5 миллионов гульденов в качестве компенсации за беспорядки, плюс 500 000 за ущерб от наводнения. Кроме того, Нидерланды продолжали контролировать Шельду и брать пошлины со всех, кто там проплывал. Так Священная Римская империя была посрамлена, потеряв в войне с Голландией изрядную сумму и супницу, и ничего в итоге не добившись. Война за птичий помет. Официально этот вооруженный конфликт, произошедший в декабре 1878 года между Чили и Боливией, получил название Второй Тихоокеанской войны. Неофициально Селитренная война или война за птичий помет. Гуано, то есть испражнение птиц и летучих мышей, было одной из главных статей экспорта Боливии и соседних стран. Из него можно было получать селитру, которая служила удобрением для сельскохозяйственных культур, и, что еще важнее, применялась для производства пороха. Чилийское правительство под патронажем Британии добывало гуано в огромных количествах и отправляло его в Европу. Боливийские правящие элиты за мзду от англичан выдали чилийцам право на беспошлинную добычу сырья. Долгое время главное национальное богатство Боливии выкачивалось и уезжало за океан тоннами, но внезапно парламент Боливии решил, что хватит это терпеть, и обложил добычу гуано налогами. А когда возмущенные чилийцы и британцы отказались платить, боливийцы просто конфисковали у всех компаний, добывавших птичий помет на их территории, все имущество. Президент Чили Анибал Пинто аннексировал боливийский город Антофагасту, потому что из 5348 жителей 90% были чилийцами. Боливия объявила Чили войну. Перу присоединилась к конфликту на стороне Боливии. Победа в итоге досталась Чили, потому что за ней стояла Британия, и добыча гуано продолжилась на прежних условиях. Боливия потеряла убитыми и ранеными около 25 тысяч человек, и еще 9 тысяч попали в плен. Провинцию Антофагаста ей так и не вернули, поэтому боливийцы утратили еще и выход к морю, с чем до сих пор не могут смириться. И по сей день они отмечают День ВМФ в память о том, что когда-то берег Антофагасты принадлежал им. В честь этого боливийские женщины красят ресницы в синий цвет и наряжают детей в тельняшки. Война из-за булочной. В 1828 году по солнечному городу Мехико традиционно катилась волна гражданских беспорядков и мародерства. Одной из жертв распоясавшихся мексиканских офицеров, устроивших очередной военный переворот, стал французский эмигрант по фамилии Ремонтель. Его маленькая булочная была разграблена. Мексиканские власти получили от пострадавшего ходатайство о возмещении ущерба, которое незамедлительно проигнорировали. Поэтому Ремонтель обратился за компенсацией к французскому правительству. Чиновники приняли прошение и задвинули его
подальше, к тысячам таких же писем, на которые никто с самого начала отвечать особо не собирался. Там оно пролежало 10 лет, пока случайно не попалось на глаза не кому-то, а самому королю Луи Филиппу. Тот прочитал послание и возмутился. «Как так? Французских подданных обижают, смотри, чего удумали. Несите сюда глобус, будем эту Мексику искать». Опять же, Франция тогда активно торговала с Мексикой, а налогами в ней облагалась больше, чем те же Штаты. Надо было с этим что-то решать. Король повелел совместить приятное с полезным. И Ремонтелю показать, что родина его не забыла, и мексиканцев к ногтю прижать. В общем, в октябре 1838 года французский флот прибыл в Мексику и устроил блокаду городу Веракрус. Франция потребовала у мексиканского правительства заплатить за разрушение булочной. Была озвучена сумма в 60 тысяч песо, при том, что магазинчик выпечки Ремонтеля был оценен где-то в 1000 песо, а остальное, это за 10 лет проценты набежали. Мексика платить отказалась. Тогда корабли начали обстрел цитадели Сан-Хуан-де-Улуа, положив 224 защитника убитыми и ранеными. Мексиканцы бросили на бой с французами все силы. Знаменитый генерал Антонио Лопес де Санта-Анна даже вернулся с пенсии, чтобы возглавить оборону Веракруса. Но ничего не вышло. Мексиканцы, под нажимом вмешавшейся в разборки Британии, подписали мирный договор. Страну принудили к выплате аж 600 тысяч песо, или 3 миллиона франков, что в 10 раз больше первоначально затребованной суммы. Мексика с навязанными условиями согласилась, но платить все равно ничего не стало. Генералу Антонио Лопесу де Санта-Анне, сражавшемуся с французами, отстрелило ногу картечью, и тот похоронил потерянную конечность с воинскими почестями. Возможно, в душе он призадумался, стоило ли возвращаться с пенсии, если в конце все так нехорошо получилось. В 1870 году Французская империя наконец закончилась, и о конфликте с Мексикой забыли, а Ремонтель, ради которого якобы и началась вся эта буча, так за свою разрушенную булочную ничего и не получил. Война за ухо Дженкинса. В 1738 году британский моряк по имени Роберт Дженкинс предстал перед парламентом. Он продемонстрировал палате общин свое ухо, заспиртованное в банке, и произнес полный драматических подробностей рассказ о том, как он его потерял. 7 лет назад возвращавшееся из Вест-Индии судно Дженкинса было остановлено испанским патрульным кораблем по подозрению в контрабанде. И хотя за экипажем не было никакой вины, испанский офицер береговой охраны отхватил Дженкинсу ухо своей саблей, чтобы показать, что бывает с контрабандистами. Вернувшись домой, Дженкинс подал жалобу короне. Его показания были переданы герцогу Ньюкасла, государственному секретарю Южного департамента. Тот переслал их главнокомандующему колоний в Вест-Индии. Командующий, в свою очередь, направил отчет о заключениях Дженкинса губернатору Гаваны. Так жалоба моряка и бродила по инстанциям 7 лет, пока, наконец, Британии не понадобился повод для войны с Испанией. Территориальные споры не поделили Флориду, и империя, над которой никогда не заходит солнце, мгновенно вспомнила, что ее подданного обижают. Вообще, вся эта история с ухом была шита белыми нитками. Дженкинс постоянно путался в деталях. То ему отсек ухо капитан Хуан де Леон Фандиньо, то некий лейтенант Дорси, то вообще какой-то Фандино. То испанцы его привязывали к мачте, прежде чем совершить эту жестокость, то отрубили в потасовке. То корабль у них звался Гварда Коста, то Ла Исабелла. Даже имя пострадавшего путали от отчета к отчету. Иногда он был Робертом, иногда Чарльзом. Но от этой ерунды британское правительство отмахнулось. Моряк есть, уха нет, виноваты в этом вроде как испанцы. Давайте воевать, а там разберемся. В конце 1739 года Британия начала двухлетнюю войну в принадлежавшей Испании Флориде. Потом еще в Венесуэле повоевали, устроили морские бои в Карибском бассейне, передрались с испанцами и присоединившимися к веселью французами из-за территорий ослабевшей Австрии. В общем, заварушка, в которой за все время погибло или было ранено где-то 25 тысяч человек, затянулась. Закончился этот конфликт, названный в шутку «Война за ухо Дженкинса», только в 1748 году. Про отрезанную часть тела тогда все давно забыли. Испания и Британия помирились, договоры были подписаны, и ничего, в общем-то, не изменилось. Стоило ли вообще начинать разборки – загадка. На этом наш сегодняшний ролик подходит к концу. Безусловно, это были самые странные случаи развязывания войны, но теперь уже никуда не деться, то, что было, отменить нельзя. А вот будущее изменить можно. Будущее канала зависит от вас, дорогие зрители. Будем рады, если подпишетесь на наш канал, поставите лайк и нажмете на колокольчик. И да, напишите, какая ситуация из сегодняшнего ролика показалась вам самой странной. Вам мы желаем панкейкного настроения и до новых встреч!